Итак, в этом видео я дам вам свой прогноз цены XRP на 2025 год. Вы, наверное, спросите, почему надо слушать меня? Зачем смотреть это видео? Ответ очень простой. Я уже много лет пессимистично настроен по отношению к XRP. Я говорил вам выходить из XRP еще до фиаско с SEC. Сказал, что на восстановление нужно время. А еще я говорил, что как только цена пробьет определенное сопротивление, то взлетит, протестирует максимумы, вернется вниз, снова взлетит и побьет исторический максимум. Именно поэтому я прогнозирую цену. Вам следует посмотреть этот ролик, поскольку он не предвзят. Мне действительно не нравится XRP. Просто не нравится. Но я расскажу свое мнение и не буду ничего скрывать. Нравится вам или нет, но вам стоит посмотреть это видео. Начинаем прямо сейчас. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция Крипто.ру перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор дает свой прогноз цены XRP на 2025 год. Подпишитесь на канал, у нас много экспертного контента. С возвращением! Меня зовут Пол. Если вы здесь впервые, то на этом канале мы говорим о криптовалютах и криптопредпринимательстве. Сегодня мы поговорим конкретно про XRP, а именно о моем прогнозе цены на 2025 год или на конец текущего бычьего рынка, независимо от того, сколько он продлится. У меня есть определенная репутация среди фанатов XRP, армии XRP. Я наверху их списка хейтеров, поскольку советовал вам продавать ее еще до фиаско с SEC, и с тех пор я высмеиваю армию XRP. Эй, чувак, ты состоишь в армии XRP? Думаешь, цена XRP достигнет 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч? Сделает тебя богатым? Неважно, что ты думаешь. Они желали мне умереть от рака. Я посмеялся над ними, но шутки в сторону. Я всегда говорил, что XRP взлетит, когда пробьет сопротивление в 72 цента. Она вырастет, и я даже призывал вас покупать ее на минимумах. Я даже снял видео, в котором говорил, что мне не нравится XRP. Я не храню XRP, но сейчас самое время, если вы желаете поучаствовать. А когда цена преодолеет 72 цента, то вам стоит покупать с 72 центов до $1, поскольку монета вырастет еще и преодолеет исторический максимум. Оставлю ссылки на эти видео внизу, чтобы вы могли их посмотреть. Но давайте поговорим о том, что происходит с XRP прямо сейчас, о ее цене. Какой мой прогноз цены на 2025 год? Прямо сейчас, когда я снимаю этот ролик, на дневном графике все хорошо. Похоже, что на этом уровне $2.40 будет поддержка. Давайте назовем $2 психологическим уровнем поддержки для XRP. А на недельном графике видно, что цена то поднималась, то опускалась, а прямо сейчас формирует поддержку на отметке $2.44. И я думаю, что это очень хорошо. Я считаю, что очень скоро цена преодолеет $2,5. Как только это произойдет, цена продолжит расти. Это подтверждается на месячном графике. Здесь видно падение. Мы предсказали этот рост. Говорили, что цена поднимется и вернется к своим максимумам, как только преодолеет 72 цента. Так и произошло. Теперь вот здесь формируется поддержка. И это подтверждает наш прогноз цены XRP. $2-2,5. Кстати, я не говорю о том, что происходит с XRP. Не хочу говорить об этом в ролике. Большинство слухов об XRP — это полная ложь. Инфлюенсеры лгут вам или в лучшем случае не понимают, что происходит, и неверно интерпретируют информацию. Я говорю вам прямо сейчас. Если вы ждете, что XRP вырастет в 10 тысяч раз, то этого не будет. Если вы ждете, что к концу бычьего рынка XRP будет стоить $100, то этого не случится. Это мое мнение, но я дам вам несколько диапазонов, на которые стоит ориентироваться, если это случится. Хотя так не будет. Я просто поделюсь имеющейся информацией. Мое мнение, мои прогнозы. Будьте внимательны, это очень важно. Итак, как мы уже говорили, на месячном графике мы видим формирование поддержки. Я бы беспокоился об XRP только если цена опустилась бы ниже $2 и сделала их сопротивлением. Другими словами, если цена опустится ниже $2 и не сумеет вновь подняться выше, то в зависимости от того, что происходит на рынке, я бы забеспокоился, продал монеты, потом подождал бы, пока цена не поднимется выше $2, чтобы снова войти. Сейчас объясню, почему я так считаю. Наверное, вы поймете, если я покажу график за все время. Я говорил вам не покупать, пока цена не пробьет 72 цента. 72 цента — это примерно вот здесь. Посмотрите сюда. Вот уровень 72 цента. Как видите, когда цена опустилась ниже, то уже не могла пробить его. Это не только из-за SEC. Так было и раньше, и в прошлом году, и так далее. Цена не поднималась выше 72 центов. Поэтому я говорил, что в районе 72 центов $1 будет отличное время для сделок. Вы фактически покупаете на подъеме. Почему в данном конкретном случае есть смысл покупать на подъеме?
Я знаю, люди скажут: «Ха-ха-ха, ты советуешь покупать на подъеме». Если вы идиот или придурок, то не поймете. Многие люди в комментариях не понимают, но я объясню. Если бы вы держали XRP до тех пор, пока цена не пробила 72 цента, и у вас была большая доля XRP в портфолио, или 100%, то вы бы пропустили весь прошлый бычий рынок и большую часть этого. 72 цента были уровнем сопротивления. Если бы ваши деньги были в другой криптовалюте, даже в биткоин или Solana, рост которой мы предсказали с $2, то вы бы получили большую прибыль, но закрыли бы себе доступ к другим монетам. Поэтому мне казалось, что 72 цента имеет больше смысла. Да, мне нравится, и графики это подтверждают. Опять же, 72 цента. Смотрите, 72, 72. И как только цена залетела, появилось сопротивление на психологическом уровне в $1. Поэтому я и говорил, что следует накапливать на уровне 72 цента $1. Монета взлетела еще и добралась до отметки $2.70. Это было близко к предыдущим максимумам. И я говорил фиксировать прибыль, чтобы мы могли опуститься, найти поддержку, а затем вновь купить монеты. И мы все еще можем спуститься. Монета все еще может опуститься до диапазона $1.30, $1.80 или даже $2. Это нормально, это диапазон. Но вы бы все равно увеличили и приумножили свою прибыль, если бы следовали этой стратегии. Что же происходит сейчас? Что я вижу сейчас? Нам нужно преодолеть максимум в $2.70, что, я думаю, рано или поздно произойдет. И тогда монета сможет побить исторический рекорд. Нет никакого сопротивления. А если мы преодолеем исторический рекорд, то случится прорыв в голубое небо и открытие цены. Я ожидаю 4-кратный рост или чуть больше. Я жду, что к концу этого бычьего рынка цена XRP достигнет от 4 до $7, может даже $10. Это было бы здорово. Маловероятно, что мы поднимемся выше данного уровня. И даже если поднимемся, то вы потеряете столько вероятной прибыли ради 1 или 2 иксов. Это просто не имеет смысла. Особенно, если вы давно этим занимаетесь. Допустим, цена достигает $10, и вы не забираете прибыль, ожидая $20. Это 2 икса. Нет смысла жертвовать 8 иксами или 10 иксами. Зависит от того, когда вы вошли на рынок. Надеюсь, вы это понимаете, и надеюсь, что это имеет смысл. В любом случае, к концу бычьего рынка я ожидаю XRP от 4 до $7, возможно, до $10. Если вам интересно, держу ли я XRP, то нет, не держу. Я вошел, когда она пробила 72 цента, забрал прибыль на максимумах. Может, еще вложусь в XRP, а может и нет. У меня есть и другие варианты. И нет, мне не особо нравится XRP. Я понимаю, что происходит. Понимаю, что с XRP происходит много позитивных вещей. Я понимаю. Но также знаю, что многое из этого ложь и дезинформация, особенно от инфлюенсеров. Пожалуйста, не терпите крах и не пропускайте еще один бычий рынок. Когда рынок начнет падать, убедитесь, что вы хотя бы получили прибыль и вернули первоначальные инвестиции. А если хотите оставить побольше на всякий случай, то, пожалуйста, я не против. Когда рынок начнет падать? Когда, по моему мнению, все начнет расти? XRP — это часть моего, так сказать, долгосрочного прогноза. Если вы хотите знать 5 криптовалют для покупки и хранения, которые идеальны для работающих людей старше 40 лет, обязательно посмотрите этот ролик. Вы точно не хотите его пропустить. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.